Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и главный редактор издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте. НАТО начинает блокаду России на Балтике. После событий с Финским кабелем все больше звучит предложений к блокированию Балтийского моря для российских кораблей. Насколько сильно завязан экспорт российских углеводородов через Балтийское море? Прокомментируйте, пожалуйста. Это действительно может быть проблемой, потому что с точки зрения поставок российских углеводородов на экспорт Балтика, безусловно, очень важна. Сейчас перестали публиковать цифры объемов экспорта российского нефти и нефтепродуктов в различные зарубежные страны, но, тем не менее, по статистике прошлых лет мы можем понять, что это, в общем, достаточно много. Если мы возьмем 2003 год, то, соответственно, через Балтику и через датские проливы впоследствии в Атлантику и через Гибралтар в Средиземноморье ушло порядка более 60 миллионов тонн нефти и более 40 миллионов тонн нефтепродуктов. Ну, собственно говоря, цифры большие, и в основном, с учетом того, что это был 2003 год, и в основном это был экспорт по цене выше установленного странами G7 потолка, то, соответственно, можно предположить, что в основном это был теневой, тот самый теневой экспорт при помощи теневого флота. Соответственно, если Балтика будет перекрыта, то, в общем, это будет действительно серьезная проблема, потому что, получается, что порядка чуть более 40% нефтяного и нефтепродуктового экспорта из России идет именно через Балтику. А есть какие-то правовые механизмы, на основании чего будут задерживаться и проверяться так называемый теневой флот? Эти механизмы сейчас, я так понимаю, разрабатываются, судя по тому, что происходит в Финляндии и как это отражается в прессе. Похоже, Европа так или иначе тестирует механизмы, при помощи которых можно попытаться воздействовать на российский теневой флот и каким-то образом остановить экспорт, или хотя бы взять его под контроль, и если уж не прекратить его совсем, тут, наверное, в Европе все-таки самоубийц мало, и, можно предположить, что если экспорт через Балтику прекратится, а это реально много, то есть таким образом выключить вот эти вот объемы из мирового сырьевого рынка, это обречь рынок на неизбежный скачок цен, который, собственно говоря, понравится мало кому, наверное, за исключением тех стран, которые, собственно говоря, нефть производят. То есть, конечно, Россия и Саудовская Аравия будут счастливы, если нефть после этого скакнет выше 80, а это явно произойдет. Но, скорее всего, ни Европе, ни США вот это все не нужно. Поэтому, скорее всего, сейчас отрабатываются механизмы, каким образом можно контролировать этот экспорт, контролировать российский теневой флот, и использовать такой метод легкого нажатия пальцами на горло. То есть чуть прижал, а больной начал задыхаться, чуть приотпустил, ему стало полегче. Вот, в принципе, наверное, именно такой способ хотят использовать европейцы, а вот перекрывать больному горло целиком, наверное, никто не планирует. Поскольку датские проливы являются зоной свободной для судоходства, то просто взять и перекрыть – это достаточно сложно. Поэтому ищутся какие-то механизмы с тем, чтобы произвести, такую расовую сегрегацию танкеров, если можно так выразиться. Именно поэтому последнее время задерживаются в основном теневые суда, принадлежащие, или во всяком случае ходящие под флагом Панамы, каких-то там островов и так далее, и так далее, и так далее. Главный фактор, чтобы на этом танкере была российская нефть. И, соответственно, как оказалось, самый удобный вариант – это попробовать прихватить их за либо случайное, либо попробовать прихватить их за случайное, либо злонамеренное повреждение кабелей, проходящих по дну Балтийского моря, а их там, если взглянуть на карту, огромное количество. Более того, такие повреждения, они происходят довольно регулярно, но, опять же, в силу того, что этих кабелей там много, а сама по себе Балтика достаточно мелководная, поэтому зацепить что-то якорем там совершенно легко. Другое дело, что до этого года эти проблемы, особенно никого не интересовали. То есть, вроде как по статистике,
подобных, ну, более крупных или мелких повреждений кабелей, связанных с электричеством, интернетом и так далее, на Балтике происходит за год, ну, порядка 200 инцидентов. И только в этом году вдруг на них стали активно обращать внимание. Ну, в принципе, это вот, наверное, как раз такой экологическо-правовой формат попытки воздействовать на российский теневой флот, потому что если мы посмотрим на то, кто обычно попадает в эти инциденты, ну, из тех, которым придается такая вот масштабная огласка, это, как правило, танкера, связанные с Россией, с Китаем, либо перевозящие российскую нефть, то есть мы ни разу не слышали о том, чтобы в происшествии был виноват какой-нибудь норвежский танкер или британский, ну или который, скажем, перевозит сырье, не связанное с Россией и не поставляющиеся там в те страны, в которые Европе не хотелось бы, чтобы эта нефть поставлялась. Поэтому вот происходит такая вот своего рода политика ксенофобии по отношению именно к российской нефти и к танкерам, перевозящим именно российскую нефть. Продолжая тему российской нефти, были предложения о снижении price cap, то есть потолка цен на нефть. А смысл снижать этот потолок, если он не работает? Зачем в принципе оглашают подобные собственные провалы? Дело в том, что потолок цен на нефть – это, да, действительно, этот механизм работает очень плохо. Российская нефть так или иначе все равно просачивается на международные рынки, причем по цене выше этого самого потолка, но есть важный момент, он скорее юридический, потому что, скажем, компании, которые покупают нефть по цене выше потолка, они рискуют также стать подсанкционными. И для многих это чувствительно и опасно. То есть, например, тот же самый Китай или та же самая Индия, они спокойнее к этому относятся, поскольку ну, для них покупка нефти – это вопрос жизненно необходимый, и, собственно говоря, находят постоянно какие-то способы, как обойти эти ценовые ограничения. Если же потолок будет опущен еще больше, а если посмотреть на статистику, например, прошлого года, мы увидим, что, ну, собственно говоря, практически вся российская нефть торговалась по цене выше потолка, и разница между, скажем, потолком в 60 и продажей российской нефти по 70, это все-таки меньше, чем если, например, потолок будет 50 или 40. То есть, соответственно, вот эта вот разница между потолком и фактической продажей нефти – это вот та самая премия за риск, и все больше компаний, скажем, будет пытаться за счет покупки этой нефти и рисковых операций с российской подсанкционной нефтью требовать себе большие скидки. То есть, соответственно, российская нефть будет иметь больше дисконт по сравнению с брендом. Что, собственно говоря, ну, так или иначе, пусть не полностью, но тем не менее играет на руку Европе и США и как раз вот работает на ту задачу, которую они перед собой ставят, постараться снизить доходы России от экспорта нефти. Ну, собственно говоря, Европа и США, изначально формируя этот самый потолок и определяя его уровень, не стремились сделать так, чтобы российской нефти на рынке не было вообще. У них задача была более сложной. То есть, с одной стороны, российская нефть на рынке быть должна, потому что если ее там не будет, то цены, естественно, полезут вверх. Ну, Россия один из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов на международный рынок. Соответственно, если этот крупный игрок с рынка исчезает, то вакуум заполнить, во всяком случае, одномоментно будет нечем. Ну, я напомню, что большинство стран-производителей нефти, входящих в ОПЕК, находятся сейчас в состоянии как бы сокращения добычи, ну, для того, чтобы поддержать постоянно падающие цены. Вот. А добыча нефти – это не вода из крана, здесь невозможно по щелчку открыть все скважины, запустить насосы и тут же выдать на гора то необходимое количество нефти, которое выпадет с рынка при уходе с этого рынка России. Процесс будет длительный, постепенный, а за то время, пока рынок будет заполняться нефтью до уровня спроса, ну, цены, в общем, могут вернуться в те благодатные годы, когда нефть колебалась в районе 90-100. Поэтому, собственно говоря, задача была сделать так, чтобы российская нефть на рынке была, а вот стоила она $60 или ниже. То есть, собственно говоря, нефть продавайте, а вот доходы от нее мы у вас фактически заберем.
Один еще есть такой специфический вопрос. Раньше Великобритания как бы монополизировала рынок страховок на перевозку нефти. И они потеряли просто примерно 25-30% рынка из-за вот этого вот price cap. Это как-то отразилось на страховщиках Великобритании или как-то списано на потери? Безусловно, это отразилось на рынке страхования, потому что кроме Великобритании там еще участвовали американские, европейские компании. Ну, для страхового рынка это, естественно, большая потеря. А рынок наводнился большим количеством непонятных компаний, которые не имеют вот этой длительной истории, как у страховых обществ той же самой Великобритании, там с 19 с 18 века. Зато появилось большое количество каких-то индийских компаний, китайских компаний, а огромное количество страховых компаний открылось в Дубае, они ворвались на рынок страхования и, собственно говоря, начали страховать вот эту вот самую российскую теневую нефть. Во-первых, таким образом дав возможность танкерам с этой нефтью там, пройти по морю, там, пройти через каналы, предъявить эту страховку как некую гарантию того, что, ребята, все нормально, все судовые документы в порядке. Ну и, соответственно, они, естественно, отъели у традиционного пула страховщиков достаточно существенный кусок рынка. Поэтому абсолютно правы вы. В данном случае как бы Британия, правящая морями долгое время, она не просто пытается бороться с присутствием России на мировом рынке, российской нефти на мировом нефтяном рынке, но ей просто обидно, потому что действительно страна лишилась достаточно традиционного для себя и большого заработка. Финальный вопрос хотелось бы задать. Чехия объявила о том, что построен новый нефтепровод до ее НПЗ, и она может отказаться от враждебной, ужасной нефти по нефтепроводу «Дружба». Нам как воспринимать данную новость о том, что еще одну трубу построили, или то, что дружба не нужна, и не будет между Россией и Чехией дружбы? Сложный вопрос. Ну, собственно говоря, Чехия всегда позиционировала трансальпийский нефтепровод как один из факторов отказа от российской нефти. Ну, в отличие от той же самой Венгрии или Словакии, Чехия достаточно прохладно относится к российским энергоресурсам и прилагает максимум усилий для того, чтобы от них избавиться. Другое дело, что напомню, что любой шаг Европы по избавлению от российских энергоресурсов, он, с одной стороны, ну, такой как бы очень европейский, демократический, таким образом страны избавляются от вот, тиранической нефти и диктаторского газа, но это все стоит денег. И, соответственно, одно дело поставки по нефтепроводу «Дружба», который, собственно говоря, уже существует, работает, маршрут его понятен, себестоимость, затраты, стоимость нефти, там, контракты. Здесь все было просто понятно, и более того, это было экономически целесообразно. Теперь же получается, для того, чтобы получить необходимую нефть или газ, не только Чехии, а, собственно говоря, всей Европе приходится изрядно напрягаться и тратить больше, чем Европа тратила раньше. Ну, собственно говоря, экономические последствия мы видим. Скажем, завод, который принадлежал Роснефти в Германии, находился в городе Швед, который был фактически отобран у компании, переведен под государственное управление, отрезан от поставок по «Дружбе». Ну, сейчас он фактически работает не то чтобы там в полсилы, а в 1/10 силы, потому что, напомню, снабжение его идет фактически казахской нефтью по «Дружбе», но в качестве свапа, то есть как бы эта нефть как бы казахская, но там трудно сказать. Дело в том, что российская и казахская нефть по своему составу практически ничем не отличается. Поэтому там, скорее всего, Казахстан поставляет нефть в Россию, Россия по свапу поставляет свою на этот самый НПЗ, но проблема в том, что при мощности завода и объемах переработки он действительно получает сейчас нефть, ну, примерно на 1/10 своих мощностей. А это очень крупный НПЗ, который снабжал фактически, ну, центр Германии, там, Берлинский аэропорт и так далее.
То есть завод не работает, топлива меньше, значит, его нужно где-то закупать. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм и обязательно, категорически подписывайтесь на Телеграм-канал Нефти Капитал. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты нашего медиа-агентства, если вы хотите помочь, чтобы мы и дальше также бодро вещали в столь неспокойное время на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.